Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Что произойдет со дня на день? События ближайших дней, ближайшего времени. И ориентировочно, поскольку регулярно выходят наши прогнозы, в среднем как Таро на неделю. Но не ставлю сроков, потому что что-то продолжается, а что-то и завершается. Тут мы все разные. Поэтому будем реалистами. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпадает. Ну и это бывает, почему нет? Но давайте все-таки рассмотрим как один из тысяч, может быть, альтернативных вариантов и будем добрее к самим себе, раз уж нам довелось проживать в эпоху перемен. Никогда не знаешь, откуда придет подсказка. И колода Таро. Чиро Маркетти, мне нравится его очень творчество. Таро снов. Вот давайте после пасьянса дополним колодой Таро. Это где-то то, что на грани наших предчувствий, ощущений. Итак, что же со дня на день? Что нам расскажут маленькие карты пасьянса? Смотрю я. Смотрите и вы. Ближайшее будущее. Ну, вот деньги у вас выпадают. Ну, это как и получение, может быть, денег, так и какие-то темы, вопросы, которые пересекаются все равно с финансами. Это, кстати, иногда значение говорит о том, что мы или погашаем кредит, или берем кредит, или, может быть, отправляемся какие-то документы, отчетность, может быть, налоговая у кого-то и так. Все равно деньги, правда? Или вопросы, связанные с жильем. А у кого-то просто, вот смотрите, у вас еще сердце выпадает. Сейчас мы посмотрим дальше, что нам расскажут. Ну, может быть, подготовка к какому-то торжеству. Значение якоря, уверенность, надежность. Вот у вас, смотрите, это как по личной жизни. Какой-то личный вопрос, тема, скорее всего, решится. Может быть, и связана с деньгами. Может быть, как по Венере в целом, благополучие. Это и дом, и семья, и личная жизнь, и любовь. И как ни крути, все-таки с благополучием на нашем материальном плане, коль уж мы живем на планете Земля, некоторые вопросы вы будете укреплять, стабилизировать. Может быть, кто-то и заскучает тихо в уголке. Вот такое тоже допускаю. Ничего не происходит. Ну, по крайней мере, пока нам не сказали, наоборот, спокойное течение жизни, когда выпадает якорь. Но это вот чаще бывает по свече, да, спокойное течение жизни. А тут еще уверенность выпадает. Поэтому, в принципе, какие-то добрые такие энергии в ближайшие дни. Смотрим, что еще совпало. Пока не вижу, идем дальше. А ведь и правда спокойное течение жизни. Вообще, когда немного значений, а так у вас сразу карты пасьянса обозначились. Деньги, любовь, мои дорогие. Ну, у кого-то это личная жизнь, буквально любовь и контакты, да, такие более в тесном уровне, близость, эмпатия, гармония. Но это могут быть и семья, и близкие, и дети, солнышко, мои дорогие. Вообще солнце– это выбор правильного направления, я об этом часто говорю. Или наступает какая-то ясность. Тут действительно по всем значениям. Деньги, якорь, сердце, солнце, ясность. Ну да. То есть вы что-то проясняете, это факт. Пусть даже ваши темы, задумки, то, что вы там себе наметите или что будет складываться даже, да, в ближайшие дни. Ну, видимо, идет к разрешению какого-то вопроса. Или вы что-то проясняете. Тут у каждого ведь по-своему, кто-то ищет информацию, значит, вы ее найдете. Если нужно, ну, какую-то тему обсудить с конкретным человеком, неважно, чего касается, значит, это тоже у вас пройдет в каком-то дружеском ключе эмпатии, когда вы сумеете договориться. Солнышко может еще говорить о том, что вам придется делать какой-то важный выбор. Все же выбор правильного направления, мы с вами сказали. Вы с чем-то можете определяться. И у вас еще кубок, бокал, гости. Либо вы в гости, либо к вам гости. И такое тоже я допускаю.
И в нашем пасьянсе мы можем сложить то, что по вертикали и по горизонтали в крайних рядах. Вот смотрю, что у вас еще совпадает. Ну, пока не вижу, что у вас совпадает. Так еще внимательнее посмотрю. Ну да, вот все обозначила. Вот смотрите, тем не менее, замечтаться точно нельзя. Маска, мои дорогие. И маска — это, скорее всего, еще и может быть какая-то персона. Ну и маска, понятно, что это связано с человеком. Может быть, это тот человек, которого вы не знаете, кстати, я такое могу предположить. Может быть, это тот человек, который вы даже не подозреваете то, что человек задумал. Но замечтаться точно нельзя, когда маска, потому что транслирует нам одно, а думают, мысли-то какие-то у человека совершенно противоположные. Может быть, о себе много не рассказывать. Может быть, и вам, мои дорогие овны, вот такая осторожность. Держите маску за пазухой. В последнее время я очень часто это говорю, потому что, ну, неоднозначно что-то, понимаете? Может быть, это вопросы касаются вот как раз рядом солнышко, да? И вот как на соединении предпоследнего и последнего ряда. Самому себе не навредить, понимаете? Вы люди открытые. А вот рядом не все открыты. Или не все говорят то, что думают. Нам могут льстить. Или наоборот, тут нас, ну, могут какую-то сбивчивую, неправильную информацию, может быть, заведомо ложную информацию. Поэтому, ну, никак замечтаться, скорее всего, нельзя. Будьте вот тут внимательны, мои дорогие. И если мы сами аккуратны, если мы где-то... Слушайте интуицию, у вас интуиция будет работать хорошо. Это астрологически я говорю. Как будто многие энергии сейчас направлены на то, чтобы вы научились слушать самих себя, мои дорогие. И если прежде вы открыты, ну вот вы так могли воспринимать и общность, в которой вы находитесь, и людей, и в целом даже мировоззрение, оно более открытое, но это соответствует вашему знаку зодиака. Но, согласитесь, сейчас настолько многие вопросы как-то зыбки или как в складках между светом и тенью. Поэтому, мои дорогие, здесь себя беречь — это хорошая практика. А если вы никогда этим не занимались, значит, это наступает тот момент, когда этому нужно уделить внимание. Давайте перейдем к Таро снов и спросим ваше настроение. Ваше настроение со дня на день, в ближайшее время. Вот то, что нам обрисовали карты пасьянса. Вы как будете себя чувствовать? Королева жезлов. Ну, на своей волне вы будете себя чувствовать. Это тут, кстати, есть такой момент, обратите внимание. Тоже наша королева в маске. И все то, что я сказала. Почему? Сильная позиция по королеве жезлов. И где-то эта огненная энергия, то, что вам соответствует. Но вот этот огонь. Это не тот импульс, который рвется наружу. Это огонь желаний, который в нашей душе, который мы должны, вот если поставили перед собой, то есть имели желание, потом перевоплотили это желание в намерение, цель поставили и готовы к этому идти. И если цель это, знаете, это вот как что-то вот еще пока на дальнем плане, а нам еще до этого несколько ступеней нужно пройти. Так вот, для того, чтобы достичь того, чего мы желаем, мы должны быть готовы корректировать мелкие планы. Самое главное, вот та цель, которую мы можем и должны достичь. И поэтому научила жизнь королеву жезлов быть более внимательным, много не говорить, хранить молчание. Ее отличает, что она умеет хранить секреты. Это в целом энергетика карты такова. А еще королева жезлов удачлива при взаимодействии с деньгами. По сути дела, бизнес-вумен. Но даже если меня смотрят мужчины, ну, может быть, это вы будете где-то более осторожными, да, вот все то, что я сказала по этой карте, мои дорогие девочки. Это вы будете кому-то привлекательны. Мои дорогие мужчины, кстати, это может быть и женщина, которая тянет, притягивает вас как магнит. Хочется и слушать, чаще ее видеть, вдохновляться, может быть, тем, что она говорит. Тут есть какая-то взаимосвязь. Иногда страстная любовь, иногда это проигрывается. Ну и, соответственно, с этим настроение. Но, наверное, есть такой момент, пусть Чиро Маркетти это не прорисовал, он прорисовал маску, а в классических колодах Таро у нас
чаще всего черный кот возле королевы. А это как раз и есть то, что она умеет хранить секреты, свои и чужие. Не выносит никому вердикты. Она не торопится. Она сначала анализирует. Вот какой-то, хотя не совсем свойственная энергетика, все-таки огненная. Но, видимо, есть смысл еще и с учетом маски включить змеиный режим. Змея, она наблюдает, анализирует и только потом действует. Вот, видимо, себе сказать, когда будет пора, если на кону стоят важные дела. Ладно, давайте узнаем. Так а что же тогда прояснится? Тут что-то очень добро, хорошее, существенное. Ведь четверка жезлов я чаще называю праздник после победы. Может быть, это у вас, мои дорогие, решается какая-то тема. И по личной жизни тут может быть, знаете, вот как 4 жезла. Это как 4 столпа или как 4 стены. Почему очень часто иногда трактуются вопросы дома. Но все же жезлы, дела, работа, бизнес, достижения, у кого-то документы, опять же, у кого-то учеба. Но именно наши достижения, что прояснится. Вот то, что вы хотите достичь. Каким образом? Или что для этого более целесообразно сделать, и я надеюсь, вы видите тут как раз этот знак. В Чаромаркете прорисовал Овен, ваш знак. Это где-то сила желаний, безусловно, и очень правильное действие. Поэтому прояснятся какие-то фундаментально основные вопросы для вас. Пусть это даже один какой-то вопрос у вас прояснится, но значит остальное как-то сложится или добавится в единый красивый узор. Я могу такое предположить. Ну хорошо, с вами давайте узнаем дела, работа, бизнес, документы, учеба, вот конкретно по сферам жизни. Что вас в этих делах ждет, рыцарь кубков? Кто-то будет стабилизировать, нормализовывать личную жизнь, договариваться. Тут мы все разные. Может быть, и мириться, кто знает. Все же по-разному бывает, да? Может быть, это вы с элементом недоверия будете, ну, условно, пойдете в разведку, да? Вот, заручившись поддержкой такого значения, как маска, может быть, поначалу даже в какой-то маске, вам ведь нужно что-то разведать. И было бы скоропалительным, неверным сразу говорить все то, что мы думаем, а вот так вот аккуратно. Но по рыцарю кубков тут вы сама по себе карта радости, значит, вас что-то будет вдохновлять. Я должна сказать, не случайно Чаромаркете прорисовал морской конек. Когда-то это был своеобразный символ благополучия, богатства. Ну, не совсем, может быть, если удачи, но удача именно в каких-то вопросах денежных или материальных. Вот давайте так в целом с вами скажем. Значит, вполне вероятно, иногда это с исполнением чего-то. Может быть, это радостная новость, вот исполняется что-то у вас. Или, опять же, у вас тут что-то проясняется. Ну, а для кого-то, может быть, и вопросы непосредственно по части жилья, дома, но вас это будет радовать. В любом случае, тут какие-то добрые вести, или это будет связано, кстати, с человеком, который либо на ваш порог приходит, либо, может быть, и вы куда-то отправитесь, может быть, с конкретной встречей. Но очень позитивные эмоции, это правда. Личная жизнь. Наверное, что быть может лучше. Посмотрите. Шестерка монет. Мы говорим шестерка пентаклей. Помощь высших сил. Это само по себе как возможности, мои дорогие. Это восстановление баланса. Ну, это, знаете, как высшие силы вам помогают. В личной жизни не случайно, наверное, сердце и деньги. Вот что-то подобное. Может быть, это вы будете решать много каких-то вопросов по части благополучия, договариваться, согласовывать. Не исключаю, кто-то математически просчитывать или получение самой по себе прибыли. Конечно, мы все разные, у кого-то помощь партнера может быть. По этой карте проходит всегда помощь. Это не просто вот даже, как я сказала, помощь высших сил, когда, ну, какое-то благоприятное время. Вот, если вот так обрисовать, да, в словесную форму. Но это еще действительно, если нужно кому-то закрыть финансовый вопрос, какую-то брешь, может быть, и по документам или что-то вот решить, то у вас получится. Нам здесь даже в финансах
и есть человек, который может прийти на помощь, на выручку. Единственное, эта карта работает только в одну сторону. Мы не даем по ней в долг. То есть мы кумулируем, накапливаем, нам дают, мы берем. Или мы ищем, кто бы нам, если нужно как-то решить финансовый вопрос, а вы финансами на данный момент не располагаете. Ну, значит, в вашем окружении есть обязательно тот человек, кто вам как откликнется, мои дорогие. Но иногда по этой карте к нам обращаются. Дай денег взаймы. Или чтобы мы кому-то помогли. И вот тут нам карта говорит: будь осторожен. Рука дающего завтра может стать рукой просящего. Вот, мои дорогие, вот на личную жизнь. Может быть, это даже, ну, знаете, как какой-то нежданный гость, визитер в вашу жизнь. Ну, если я, конечно, допускаю, мы все разные, у кого-то по вопросам семьи даже, да, какие-то траты, может быть, вы что-то в дом покупаете. Или пусть семьи нет, вы сами, но улучшаете свое жилье. Вот для себя такие процессы – это хорошо. А если для чужих людей, ну, наверное, все-таки не очень. Ну, давайте мы узнаем на финансы, хотя нам уже сказали. Нам дважды уже сказали, даже трижды. Праздник после победы будет. У кого-то может быть получение гонорара. Того или какой-то суммы денег, которая долгое время где-то плутала, задерживалась. Но все же, финансы. Но вот, понимаете, есть иллюзии, мои дорогие. У нас тут Скорпион, мои дорогие, показан. Слушайте свою интуицию. Причем так, мы не должны замечтаться, потому что все-таки по семерке кубков это иллюзорность. И здесь нам представлены, ну, буквально все блага земные, мы можем мечтать о многом, но выбирать нам придется один какой-то кубок. И, видимо, это у вас на финансы, словно глаза разбежались, да, что взять или с чем согласиться, или куда потратить деньги. Может быть, много, знаете, как планов в самых разных, а вы будете думать, как это мне вписаться в свой бюджет. У кого-то банально будет даже так. Но все-таки карта больше говорит о том, что все то, что я точнее вот сказала по шестерке кубков, пусть на личную жизнь. Но по сути это ваше материальное благополучие. Ну вот лично вы и ваши гроши, хочется сказать. Вот здесь нельзя замечтаться. Вот мне интересно, давайте достанем карту совет. Ну, тут интересно, мои дорогие овны. Посмотрите, 15-й старший аркан. Это искушение, безусловно. Это то искушение, когда мы что-то хотим сделать. И, может быть, вот эта огненная энергия, вы ее прочувствуете особенно остро. И тут, знаете, как навязчивая идея, может быть и самообман. Это карта материализма, тем не менее, поэтому просчитывать что-то придется. Здесь будут вот эти идеи, они, знаете, как желания, амбиции на первый план. А вот рационализм уже где-то на последнем. Это, знаете, как встретиться со своей тенью. И я, пусть на другом своем канале Астро Испирационе, но я ведь тоже делала расклад, просто там нет именно пасьянса. Я выделила пасьянс на этом канале. И по гороскопу у нас два как бы основные направления. В сентябре месяце у нас будет много работать, ну, много работы, и возможность заработка у нас тоже будет. Но еще и, знаете, как проработка некоторых уязвимостей. Что такое уязвимость? Это какая-то наша болевая точка. Может быть, она и связана с тем, что мы хотим осуществить. Может быть, у кого-то она будет связана с какими-то глубокими разочарованиями. По 15-му аркану иногда проходят либо ситуации, обстоятельства, либо люди. Может быть, и уже рад освободиться от конкретного человека или от каких-то контактов, или от навязчивой идеи. Вредные привычки, кстати, по этой карте тоже сюда же проходят, но это сделать достаточно сложно. Ну вот, может быть, для вас проработка такой уязвимости внутренней. То есть желание – это здорово, а вот целесообразность. Вот такой вопрос вам нужно решать. И с другой стороны, если мы уже говорим про деньги, явно нельзя просчитаться. У кого-то ведь банально вам могут предложить какой-то проект или вложить куда-то деньги. А тут солнце на кону.
Вот 15-й аркан, он хорошо проигрывается, когда это, знаете, наша бодрость. Мы полны сил, мы в себе уверены. То есть физическую активность, силы этот аркан нам дает. Как известно, дьявол силен. Манит деньгами это тоже. Может быть, это вы получаете какую-то сумму, и вы думаете, ну и завтра так же будет. А тут ведь может что-то измениться. Потому что мы должны быть осмотрительны. Как только понимает дьявол, что попались мы ему, как будто вот в эти цепи, мы становимся заложником, и он начинает тогда свою игру. Не делайте чего-то чересчур, мои дорогие. У вас очень такое продуктивное время. Но, может быть, знаете, это какие-то явно победы, еще и праздник. Да и 6 это ведь тоже всегда победа. И мы можем думать, что так будет всегда. То есть мы должны видеть на пару шагов вперед, чтобы себе не навредить и не попасться вот в эти иллюзии. Стало быть, искушение какое-то будет. Может быть, искушение, как головокружение от побед. Такое я тоже допускаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я надеюсь, чем-то расклад наш был вам полезен. И я благодарю за ваши комментарии, я благодарю за вашу спонсорскую поддержку моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.